Приветствую вас на канале Таро Флёр. Мы сейчас будем смотреть прогноз на июль месяц для знаков зодиака Водолей. Это у нас будет общая карта месяца. Так, далее у нас будет карта по отношениям. Третья карта будет по работе, прогноз. И четвертая карта это будет совет карт на июль месяц для водолеев. Так, отношения, в целом карта отношения, работа и совет. Карт на месяц мы откроем в самом конце. Значит, общая карта месяца, что у нас в отношениях, что у нас в работе. В целом месяц у вас будет спокойный, размеренный. Месяц, когда вы, может быть, как-то уйдете в свои какие-то мысли. Может быть, кому-то потребуется ваш опыт. Может быть, вам потребуется чей-то мудрый совет. В целом, спокойно пройдет, без каких-либо особых происшествий. Все, что могло было быть, оно уже, скорее всего, у вас произошло. То есть сейчас вы уже находитесь в состоянии какого-то пожинания плодов, наверное, понимания каких-то итогов, более, знаете, такой умиротворенный, где-то даже такой отшельнический, вот это вот состояние понимания происходящего. Вот. Произошло и произошло. Что-либо у вас было, прошлое вы уже не измените. Как там говорят, слово не воробей, не воротишь. Вот все, что уже прошло, даже если вы будете об этом очень сильно переживать, оно вам может помочь чем? Оно может помочь вам только опытом. То есть из состоявшейся, произошедшей ситуации вам нужно только сделать вывод, получить опыт, понять, как не нужно делать или как нужно делать, понимать, почему люди так поступили, почему вы так себя почувствовали, в связи с чем была произошедшая ситуация. И дается вам сейчас время на вот как раз понимание произошедшей ситуации. Даже если она была положительная, обязательно сделайте из этого вывод. Что вы делали для того, чтобы у вас получилось так, как вот вам сейчас, допустим, вы чувствуете себя на пике блаженства и совершенства. Почувствуйте и найдите ту самую вещь, которая вас приводит в состояние вот этого счастья и эйфории. То есть обязательно найдите у себя в глубине, в душе, в себя именно то, что вам доставляет удовольствие. И вот июль месяц будет именно пропитан именно такими мыслями, для того, чтобы вы нашли, что вас делает счастливым. Даже если ситуации были отрицательные, найти после этих ситуаций, для того, чтобы вы вышли в плюс, для того, чтобы вы вышли с какого-то состояния отшельника, состояния обидчивого человека, состояния обиды, чтобы вы ушли из состояния стресса и грусти. Вы должны найти то, что вам приносит вам радость. Если у вас были какие-то положительные до этого, опять же, найдите в себе то самое, чтобы вы знали, что вот это вот вам доставляет радость. Так, в отношениях могу сказать, что здесь могут быть какие-то, конечно, небольшие дрязги, но в целом отношения будут спокойные. Я бы даже сказала, что никто никому мешаться не будет. То есть вы, скорее всего, уйдете в свой уголочек, ваша вторая половина уйдет тоже в другой уголочек, и вы будете сидеть
и спокойно сосуществовать. Если отношений нет, то по этой карте вам нужно для начала понять, что пошло не так. То есть сделать вывод для того, чтобы у вас начались новые отношения. Кто был неправ? Вы были неправы? Или ваша половина была неправа? Что произошло? То есть вы должны изначально понять причину, почему не получилось в предыдущих отношениях, что не получается, чтобы отношения были. И в связи с этим опытом уже пойти далее. А далее это все будет прекрасно после того, как вы все это поймете. По работе. В работе здесь у вас все будет тихо, спокойно. Я бы даже сказала, как будто, знаете, у вас отпуск весь этот июль. Тут у нас карта больше связанная с семьей, нежели с работой. Так, по работе. В работе вы в целом человек очень ответственный, человек активный, человек, который будет добиваться всего сам, очень решительный и где-то бы даже я сказала, ведущий за собой, человек, который не боится трудностей. И деньги вам, в общем-то, работа приносит, я бы даже сказала, не особо, неплохие приносят деньги. И, может быть, даже будет возможность у вас получить какие-то за ваши достижения дополнительные денежные средства. Вот, это по работе. И смотрим, что у нас совет. Так, совет карты дня. Вот я вернусь к тому, что у меня была мысль, что вы находитесь в отпуске. Совет говорит о том, что вы хорошо поработали. Вы сейчас пожинаете плоды всего, чего вы до этого добивались. Если, опять же, была ситуация какая-то отрицательная, вам нужно сделать из этого вывод. Вы уже ничего изменить из прошлого не можете. Вам нужно понять, для чего вам это было дано. Если ситуация была положительная, вам нужно сделать из этого вывод. Опять же, что вам приносит счастье, что вас приводит к тому, что вы чувствуете себя самым счастливым человеком. И совет по карте – это быть в спокойствии, именно спокойствие вас позволяет вам быть уравновешенным в целом, да, в жизни, позволяет вам в работе двигаться вперед. То есть, чувствуя себя в семье спокойствие, чувствуя себя в семье уверенно, вы на работе можете проявлять себя более активно. И совет карт вам именно поступать так и далее. И какой бы вывод вы из этого не сделали, вот из ситуации, да, которую я все описала, вся ситуация, которая была, она должна была с вами произойти для того, чтобы вы поняли, для чего вам это было нужно. Хорошего вам месяца.